Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. В предыдущей серии мы посетили дворец Кёнбукун, попробовали классического корейского цыпленка с женьшенем и запили все настойкой. Прогулялись по знаменитой улице Мёндон и узнали о таких корейских вкусностях, как кирампан, корейские фрукты в стеклянной карамели, узнали, что такое рыбный корейский пирог омук, и, конечно же, не обошлось без блинчиков с нутеллой. И это все за один день. На утро же мы отправились на сувенирную улицу Инсадонг и позавтракали корейской кашей, после чего отправились на небольшую экскурсию в музей кимчи. Ну и хорошенько проголодавшись, попили чаю и отправились на улицу инстаграмных кафешек Иксадонг, где попробовали потрясающие булочки и запили все свежевыжатым соком из халабонга с острова Чеджу. Ну и под конец поужинали рисом в горшочках с различными начинками. Вторая достопримечательность в моем списке после дворца Кёнбукун – Сеульская телебашня. Но, как известно, перед тем, как взбираться в горы, нужно хорошенько подкрепиться. Если у корейца спросить, какое у него самое любимое горячее блюдо с лапшой, то, скорее всего, вам ответят либо калькуксу, либо чаджанмён. И сегодня на завтрак у нас вкуснейший чаджанмён, который я пробовал. Домашняя, упругая и в то же время мягкая лапша, насыщенная паста из черных бобов со свининой и овощами, приготовленная по семейному рецепту. Отличный джаджанмён. То, что я люблю. 습관과 같던 매일 너란 기억에 갇혀 살아. 한없이 비가 내려 두 뺨이로 이렇게 맑은데 차라리 빗물이라고 불러대면 마음 편할 텐데. 그래 나도 언젠간 너처럼 다 잊을 게 처음부터 우린 없었던 일. 하염없이 비가 내려 두 뺨 위로 오늘도 다른 너만의 favorite cafe 커피 향에 사랑을 하고 사랑을 받았었던 추억들이 피어오르네. 그림자 없이 날 비추는 태양 그 아래 우산 없이 그냥 꽉도 잡고 있어. 한없이 비가 내려 두 뺨 위로 이렇게 맑은데 차라리 빗물이라고 불러대면 마음 편할 텐데. 그래 나도 언젠간 너처럼 다 잊을 게 처음부터 우린 없었던 일. 환하게 웃을게 비가 그치면 남김없이 쏟아내리면 남김없이 쏟아내리면 잊을 수 있을까 지울 수 있을까 잊을 수 있을까 지울 수 있을까. Итак, мы на рынке Намдэмун. Это типичный местный рынок. Если вы хотите закупиться всякими сувенирчиками или одеждой, вам сюда. И также здесь можно очень вкусно покушать. И сегодня мы зайдем в одно очень популярное местечко.
это с бобами. Каких-то полчасика в очереди, и я добрался до самых знаменитых ван-манду во всем Сеуле. Я взял кимчи ван-манду и коги ван-манду. Это не пигоди и не пянце. Это ван-манду, которые существуют в Корее испокон времен. Очень горячо. Давайте попробуем с кимчи, мои любимые. Очень вкусно и очень горячо. А теперь попробуем с мясом. Фишка в манду в том, что в начинку кладут тофу, он же тубу, соевый творог и крахмальная лапша чапче. Вы обязательно должны это попробовать. Ну и на десерт пирожок со сладкой бобовой пастой. Это настолько вкусно, что я забыл обо всем. 멜론 하나 주세요. 네, 아우, 한국어 실력 좋았어요. 감사합니다. Ну и закусим это все сочненькой дынькой. Сказка. Еще одна из визитных карточек Кореи – кимбап – рисовые роллы с различными начинками. Основное различие от привычных нам роллов – то, что рис заправляется не рисовым уксусом с сахаром, а кунжутным маслом с солью. А после приготовления он обязательно должен постоять хотя бы часик, завернутый в пленку или фольгу, для того, чтобы рис пропитался всеми ингредиентами. 발끝까지 닿은 어둠이 익숙해질 때면 붉게 물든 내 맘은 또 너를 그려내고 너의 곁에 단 모든 게 어지러워져 별이 쏟아지던 밤 Your love makes me wonder Boy I've been dreaming about В корейской культуре две самые неотъемлемые части, без которых в Корее не будет полноты ощущений. Это, конечно же, кимчи и кей-поп. Но если кимчи будет сопровождать вас всюду, то кей-поп на самом-то деле не везде найдешь. И в Сеуле я нашел только одно место, где его довольно-таки много. 온종일 기다려도 괜찮아 늘 같은 자리에서 된 날 널 기다릴 수밖에 없는 나내 품에 안겨처럼 내 나이처럼 잠든 네 모습이 바라는 전부 이 기다림도 내겐 선물 같아 잠깐이라고 해도 괜찮아 날 잠들게 할 너의 lullaby 네 목소리로 heal the paradise 매일같이 더 듣고 싶은 너의 안부 넌 듣지 못할 나의 질문. В азиатских сетях фастфуда существуют свои особенности, вкусы которых нет в других странах. И сейчас я попробую один из них. 널 기다렸던 하루를 있게 내 곁에 Итак, булькоги бургер. Я думаю, нигде, кроме Кореи, вы такой не найдете. На вид просто обычный гамбургер, но с соусом бульгоги. Давайте
Посмотрим, что это такое. Не особо сочный. Вкус не бульгоги, а просто копчености. В общем, это того не стоит. А теперь давайте попробуем супер коктейль из сливы и персика. Сладкий. Такое сочетание. Сильно на любителя. На любителя сладкого. 내 곁에 잠든 너와 꿈꾸며 I will meet you. 기쁠 때면 날 안아도 돼. 힘이 들면 나에게 기대. 때론 나를 적셔도 돼. When you feel low 가끔은 혼자여도 괜찮아. 품을 상상하며 stay the night. 텅 빈 방을 채우는 candlelight. 추억에 잠겨 꼭 껴안던 너의 perfume. 무덥던 여름날의 향수. 이 기억 속에 내가 없겠지만 내 곁에서 울어도 괜찮아. 아침이 되면 전부 wonder why I'll let you fly. В Сеуле существует рынок, прославленный на весь мир. Но перед тем, как туда идти, советую посмотреть 6-ю серию «Уличная еда. Азия» от Netflix, так сказать, для дополнительного антуража. И называется этот рынок Кваджанг. А начнем мы, конечно же, с главной звезды этого рынка – калькуксу от Чо Юн Сон. Калькуксу – особенное блюдо для корейцев. Долгое время пшеничная мука была особой привилегией, так как ее поставляли из Китая за очень большую цену. Но сейчас лапшу из пшеничной муки в Корее может позволить себе каждый. Токпоки и осьминожки, думаю, в представлении не нуждаются. А вот сунде – блюдо, которое вызывает вопросы. На деле это просто кровяная колбаса, в основном состоящая из крахмальной лапши, которая варится в бульоне из субпродуктов. Получается она суховатая, и поэтому ее в основном добавляют в суп. Но в таком виде советую макать в соус от токпоки. Получается очень хорошо. Блюдо, которое понравилось мне на этом рынке больше всего – драники из бобов мунг.
Бабами мунг здесь называют маш. Замоченный маш перетирают, добавляют целый маш, крахмал, муку, яйца и специи и жарится до очень золотистой хрустящей корочки в большом количестве масла. И еще одно блюдо из Netflix я просто обязан был попробовать. Маринованные крабы. Популярное блюдо в Корее с давних времен. Очень терпкий вкус, очень терпкий. Такой прям морской. Что-то между водорослями и йодом. И самое ценное это вот эта икра. Говорят, это очень полезно для мужского здоровья. В Сеуле очень много всего интересного и вкусного. Чтобы все посмотреть, нужно не меньше месяца. Ну а пока увидимся в следующем выпуске, где я отправлюсь в город Инчон.